Привет, красотки, и добро пожаловать в новый влог. Сегодня влог у нас будет один день со мной. Я сегодня на протяжении всего дня буду снимать видео, и потом оно выйдет уже на просторы интернета. Это не будет недельный влог, это будет просто вот сегодняшний мой обычный мамский день. Отдай мячик, Шелби. Побежали за ней. На чистую одежду, нормально. У меня сегодня в целом день вообще не отличается чем-то от какого-то обычного другого дня. Как всегда, нужно убраться, нужно приготовить поесть, нужно погулять с ребенком, нужно поиграть с ребенком, нужно заняться собой, не знаю, отдохнуть, что такое прочее. Поэтому сегодня будем жить мой обычный день. Вот так вот он у нас выглядит. Очень все здесь грязненько. Надо сейчас убраться, заказать продукты, чтобы приготовить суп. И заказать продукты на ужин. Мне кажется, что у нас вообще ничего нету. Все, кстати, мои заготовки, которые я делала, снимала отдельное видео по заготовкам, мы все съели. Все, ничего нету. Ничего не осталось. И я думаю, что мы на следующей неделе съездим в метро и закупим продуктов. Я хочу закупить много мяса, курицу, свинину, говядину. И хочу сделать заготовки такие мясные на шашлычок. Плюс мы купили наконец-то мангал. Я хочу сегодня сделать шашлык. Но я не знаю, где я найду мясо на шашлык. Где мне найти мясо? Может быть, какую-нибудь курицу взять, например. Потому что свинину я точно не хочу заказывать на доставку. Не знаю, что там принесут. Жирное мясо. Я не люблю жирное мясо. Поэтому не знаю, что буду готовить сегодня на ужин. В общем, разберемся, да? Иди сюда ко мне. Мама, ням-ням. Что ням-ням? Ты спать хочешь уже? Да. Да, спать? Да. Он так рано спать начал ложиться. Положила я своего ребенка спать. Время сейчас, мне кажется, еще даже 12 нет. Он очень стал рано ложиться спать на дневной сон. Почему только один у него дневной сон. Сейчас он просыпается. Сейчас, кстати, Дане 2 и 4. Он просыпается с 5:30 до 7:30, наверное, вот так вот каждый день. И в целом вот идет спать на дневной сон около 12. И потом до 8, до 9 спокойно живет. А спит он у меня где-то час, может быть, полтора. Мало, конечно, но я все равно рада, что он спит. Плачет. Плачет. Все, представляете, время 12:20, а Даня все, Даня ушел спать. Так что у меня есть час для того, чтобы поработать. У меня план сегодня вообще огромный, что мне нужно сделать. Сейчас я вам все расскажу. Кто следил за мной в социальных сетях, знает, что я делала. Я делала вот такие вот кашпохи из лимонов. И сегодня мне нужно снять для видео, для горизонтального видео, мне нужно снять превью, как я, ну, в общем, начало видео мне нужно снять с этими кашпо. И для видео ну, вот на YouTube, типа, такой, как вы сейчас смотрите, и в Reels тоже. Вот я вот это сейчас все сниму. И потом, тут у меня рассада, потом мне нужно посадить в горшки мои баклажаны. Вот они у меня здесь стоят. Один, второй. А помидоры у меня уже здесь посажены как неделю. Я ждала землю для баклажана. Мне нужно будет, в общем, сегодня их посадить. И еще снять свои товары, которые я купила на Алиэкспрессе. Смотрите, вот у меня еще такой цветок красивый появился. Сашина мама мне подарила розу свою. Я еще помню, когда Саша только начинали встречаться, она стояла у них дома. Очень красивая. И вот теперь она у меня. Я ее тоже пересажу, но не сегодня. Потом нужно ей выбрать горшок, заказать землю, подстричь ее красивенько. Но она в целом и сейчас тоже очень красивая. Может быть, у меня начнет цвести. Не знаю. Смотрите, я для видео сейчас сняла, как я делаю лимоны. Мне уже эти лимоны не нужны. Я просто сняла для видео инструкцию, как работать с гипсом, как я их развожу и насколько воды. Вот, чтобы потом получилась такая вот красота. Я уже жду, когда я куплю
куплю растения и посажу, сниму про это, естественно, отдельное видео. Вот, и поставлю у себя в спальне. Я решила, что я хочу поставить у себя в спальне. У меня прям очень сегодня болит голова, видимо, из-за погоды, потому что погода просто ужасная. Когда у меня сильно болит голова, я пью чай с сахаром. Причем я кладу много сахара. Типа вот такая, это не столовая ложка, это половина столовой ложки. Я себе кладу 2 такие ложки. И завариваю крепкий чай, и мне вот становится чуть-чуть получше. Видимо, глюкоза поднимается. И я как-то, знаете, если кого-то бодрит от кофе, то меня бодрит от чая с сахаром. Смотрите, какое у нас поле здесь одуванчиков. Просто ужас. Там вот мой курьер едет. Очень медленно едет почему-то. Ко мне приехала доставочка. Я купила яйца. Кстати, я всегда покупаю С1. Мне нравится их размер. Вот, С0, они какие-то очень большие для меня. А вот С1 прям то, что я люблю. Вот такое бездрожжевое тесто я беру. Будем делать сырный пирог. Так, это что у нас? Греческий йогурт для соуса. Подарочек. Так, я взяла фаршик для супчика. Потом 2 пачки начос. Они оказались большие, я думаю, это маленькие. Они оказались такие большие. У меня авокадо есть, я хотела сделать гуакамоле. Еще я взяла фарш, он был по акции. Йогурты. Дани, вот, кстати, на эти йогурты у него нет аллергии. Вот это вот простоквашино, у Дани аллергия на лактозу. А вот на эти йогурты у него нет аллергии. Так что, возможно, они сделали не из молока. Так, потом я заказала вот такие стейки, индейки. Я заказала это на шашлык, чтобы замариновать. И вот такие я заказала, хотела сделать шаурму, но не было лаваша. Так что, я не знаю, будем мы делать шаурму или нет. Горчичка. Потом сыр сулугуни. Это для сырного пирога. Вот такой сыр тоже для сырного пирога. Взяла сосиски. Большая пачка была по акции. И тут у меня овощи. Вообще, я не знаю, почему в пятерочке просто овощи кладут на самое дно, помидоры кладут на самое дно, а потом заваливают их другими продуктами. Уже не первый раз, когда я так получаю свои продукты. И вот перчик я взяла. И огурчики. Вот так. Очень многие удивляются, когда узнают, что я мою овощи в посудомойке. У меня есть специальная программа в посудомоечной машине для овощей. И вот такая вот корзинка у меня есть. Я сюда складываю все овощи. Вот так вот ставлю. Закрываю. И еще программа, вот она. Фрукты, 19 минут. Все, погнали. Можно, конечно, и руками помыть, но зачем, если можно в посудомойке? Кто-то вот такой проснулся. То мы так играем с Данечкой. Кто это тут такой сидит? Кто это тут проснулся? Мой котеночек. Ягодка моя. Привет, любименький. Ты проснулся? Да. Ты хорошо поспал? Ты моя ягодка. Мальчик маленький. Футболочка наша. Надо выкинуть уже. Так, смотрите, все. Овощи мои постирались. Теперь я беру корзинку и ставлю ее на полотенчик, чтобы они немножко высохли. А я тут гречечку поставила. А что у нас? Целый пирог. Баба. Шелби там играет, да? А ты что делаешь? Кушаешь конфету?
Да. Вкусно? Да. Как вкусно? Вова. Как вкусно, Данюш? Очень? Вова. Я тут уже делаю супчик. Кстати, фрикадельки я всегда варю отдельно. Тут у меня зажарочка. И здесь у меня уже картошечка ждет. Как это что у тебя? Лошадка? Да. Да, ты на лошадке скачешь? В общем, у меня есть офигенный лайфхак, как сделать вкусный суп из вермишели. В общем, вермишелевый суп. Если вы используете не домашнюю вермишель вдруг, а покупную, например. Я всегда покупала лапшу вот в этих пакетиках, и она, знаете, была какая-то маленькая, там не было видно. А у меня тут не было лапши, и я взяла вот такую пасту. Здесь у меня сейчас варила номер 13. В основном для супа я всегда беру 5. Вот сейчас попробую. 13 они такие получаются. Не кругленькие, а продолговатенькие. В общем, когда эта лапша варится в супе, она такая становится толстенькая. И вот реально ты кушаешь этот суп куриный с этими толстенькими, такими напитанными водичкой макаронами. В общем, очень вкусно получается. Я больше не буду покупать готовую лапшу вот эту вот для супа, которая такая вот мелкая вообще, а тут прям ты ешь и чувствуешь этот вот вкус, да, и Соньку, вкус макарон, очень, короче, прям берите на заметочку. Я, в общем, все закинула. Вот это у меня сейчас тут поварится, а потом, когда все закипит, я сюда как раз кину свою лапшу, поломаю ее предварительно, естественно, и закину сюда еще зеленушку. Лучок, петрушку, укропчик, в общем, все, что у меня есть в холодильничке, все сюда закину, закрою крышечкой, томиться. Итак, у меня закипел суп. Теперь я беру макаронки и начинаю их ломать. Вот. И еще возьму. Ну так, примерно. Мы тут заморозили немножко зелени себе. Петрушечка. Лук. Я, кстати, тоже кидаю его в суп. Обычно зеленый лук. Вот так, горсточку. И у меня тут еще укроп. Смотрите, какая прелесть. Там еще сейчас макарошки, все. И теперь вот это я кладу на маленький огонечек и под крышечку. Вот он, смотрите, какой супчик получился. Вот они, макарошки. Наваристый, вкусный. Завтра он еще постоит, и мы завтра будем кушать на обед. У нас тем временем уже 4 часа дня. Мы сейчас пойдем гулять. Нифига я не убралась. Не успела снять одно видео с пересадкой своих баклажан. И в целом не успела их пересадить. Вот, но зато я сделала все остальное, все, что я запланировала, кроме баклажан и кроме вот уборки. Ну, уборки это, получается, самое главное помыть кухню, убрать все с пола и запустить робот-пылесос. В целом я могу это сделать позже. Просто я хотела это сделать до гуляния, для того, чтобы мы пошли погулять, а робот-пылесос пока здесь все помыл. В целом пролил воду и хихикаешь, да? В целом можно сделать это и сейчас, наверное, да, и запустить робот-пылесос в целом сейчас. Смотрите, на полу есть вот такие вот пятна, вот эти вот, это, скорее всего, от Даниного компота. Вот, так что я сейчас вот губкой прохожу, это компот Данин, скорее всего. Вот, и сейчас запущу его. Смотрите, какая у нас красота. Выходишь из дома. Папа дома пока. Смотрите, все в одуванчиках. Очень все красиво.
Вот он, наш мангал. Мы его поставили сюда. Тут что-то пакет надо выкинуть. Что здесь вообще лежит? Мусор. Пакет с мусором. И вот он наш мангальчик. Вот такой вот небольшой мы взяли. 4000, по-моему, стоит. Ну, он прям такой прочненький. Мне нравится. И посмотрите, вообще борщевики. Надо что-то будет с этим сделать. И вон еще борщевик. Вот. Борщевик. Вообще очень много у нас борщевика. На улице наконец-то тепло. Я делала толстовку, и кажется, что даже не в ней тепло. Ну, ветер сильный такой, холодненький дует, но в целом погода. Смотрите, как изменился наш поселок. Я его показывала пару влогов назад, когда еще холодно было. Да, Нюша, иди сюда. А сейчас, смотрите, все. Поля желтые, где есть желтые, там за забором у нас такое красивое желтое поле. Я прям вообще, очень мне нравится. Лопатка. Как вы могли заметить, это не новый транспорт. Вот эта машинка. В общем, он поменялся с нашими соседями игрушкой на время. И в итоге так им понравилась наша игрушка, а нам так понравилась их машинка, что мы решили поменяться навсегда. Но все равно это, конечно... Даня, фу, мусор! Со стройки прилетает. Мусор, иди. Все равно... В общем, надо какой-нибудь беговел ему будет купить. Нет, не надо на мусор залезать. Беговел какой-нибудь им надо будет купить. Шлем у нас уже есть. А беговел я сейчас выбираю. Но он такой маленький у меня, что ему тяжело держаться. Двухколесный беговел. А надо что-то такое, не знаю, либо трехколесное, что уже по росту ему не особо подходит, либо с дополнительными колесиками. Вот я пока думаю, но, наверное, в ближайшее время уже нужно определиться и уже давать ему. Это все-таки машинка тоже небезопасная. У нее нет спереди стопов. Вот здесь вот. Если он полетит вперед, то он полетит вперед полностью. Какой сочный у нас куст одуванчика. Смотрите, просто такая красота. Я прям вообще не могу, мне так нравится. Я тут хожу, сейчас гуляю, думаю, может быть, мне варенье из одуванчиков попробовать сварить. Никогда не варила, даже никогда не пробовала. Но здесь столько одуванчиков, что уже такая идея появилась. Я спросила у себя в телеграм-канале, кто-то, может быть, пробовал. И здесь цветочки какие красивые выросли, да? Может быть, кто-то пробовал, у меня расскажет хоть вообще, как они на вкус. Вы тоже напишите в комментариях, если пробовали варенье, интересно. Уточки там, да? У нас тут маленький человек. Красивый куст с одуванчиками. Куча рыбы в пруду, посмотрите. И вон уточки взлетели. Вон она полетела. И вторая куда-то полетела. Нас испугались. А рыб мы кормим каждый день. Сейчас у нас нет хлеба. Что-то я сегодня заказывала, пятерочку забыла. Хлеб им заказать. Поэтому мы сюда приходим, и они ждут, когда же мы их покормим. Вот они, посмотрите, просто их очень много. Тут не летает, уточка не улетела почему-то. Но здесь ее вряд ли кто-то обидит. А вон, видите, смотрите, вот в воде прям головы поднимаются. Вот они, это рыбы плавают. Вот они нас сопровождают. Ну вот сейчас вот будем вот здесь вот идти, вот так вот по всему пруду, вон туда, до качелей. И они будут вот так вот параллельно нам плыть. А, уточка! Это селезень, да? Мальчик уточки. Полетел. И рыбки наши, вон они, провожают нас. Кушать хотят, а у нас нет хлебушка для них. Нету, ну ничего страшного. У нас Тима их кормила одуванчиком. И, по-моему, они даже ели. Но сейчас они боятся подплыть к нам поближе. Почему-то и не хлеб это. Не хотят кушать что-то. Ну и чего-то там? Пошли. Нет? Спишь? Сидим на детской площадке. Одни пока, никого нет. Но сейчас, может, кто-нибудь придет. Про нас тут уже в поселке все смеются. Говорят, что мы единственные, кто гуляет в любую погоду. И действительно это так. Мы очень много гуляем с Даней. Мы гуляем утром примерно с 9:30, с 10 до 11:30 мы примерно гуляем, то есть 2 часа. И вечером вот мы выходим примерно в 4, в 5 и гуляем до 6-7, тоже в зависимости от того, во сколько Даня проснулся. Правда, гуляем очень много и вообще в любую погоду, даже если дождь идет.
мы все равно гуляем, потому что, ну а что еще делать? Мы же живем за городом, поэтому надо выгуливать ребенка. И здесь за городом выгуливать ребенка намного проще. Я прям очень кайфую от того, что мы живем за городом. И когда мы приезжали сюда в Россию, первое, что мы смотрели, это мы хотели жить в квартире в центре. Я хотела жить в центре Москвы, потому что я никогда не жила в центре, мы всегда жили на окраинах. И я думаю, ну вот, наконец-то погуляю, хочу по центру, по музеям, хочу вот эту городскую жизнь. А потом, уже прям в самый последний момент, мы увидели наш дом. И такие просто ежесекундно решили, все, это наш вариант. И не думая, просто сразу здесь сняли, решили, что, ну, захотим поехать в Москву, поедем. И в итоге мы уже 3,5 месяца живем здесь, в России, и вообще мне не хочется ехать в Москву. Я вообще даже не люблю по магазинам ходить. Мне здесь хорошо, я как этот, знаете, такой интроверт, осознанный, добрый интроверт, который осознанно остается дома и хочет сидеть дома и вообще ничего. Не выходить в магазины, эти люди, ничего не хочу. Мне здесь просто вообще отлично с моими одуванчиками. Вернулись мы с прогулки. Данюха сразу супчика. Даня, нравится? Да. Ну и чистота, естественно. Вот. Гаврик здесь везде убрался. Шикарно. Короче, заехали мы сейчас в Озон и забрали вот эту штуку. Это отрава для мышей. В общем, я месяц терпела, не хотела этого делать, если честно, правда. Мне как-то хотелось... В общем, у нас завелись мыши дома еще давно. Когда мы только переехали, я начала замечать их отходы. Но я как-то посмотрела, думаю, блин, ну, вроде бы их не видно, не слышно, ничего они не портят. Думаю, может быть, показалось. Ну, просто я не хотела это замечать. Потом Саша увидела у нас на столешнице мышь на кухонной вечером, поздно. Она убежала. И он такой, ну, мне точно не показалось, она была. Потом где-то через пару дней, наверное, я открываю нашу мусорку под раковиной. У нас нет ведра мусорного, у нас просто пакет лежит под раковиной. И я открываю, и на этом пакетике сидит вот такая вот малышечка, хорошечка. Пипец, я испугалась. Вот, потом в итоге они сожрали мой коврик для йоги, как-то пробрались в шкаф, который в коридоре. Сожрали мой коврик для йоги, и в итоге мы купили отраву. Так, и еще одна моя покупка. Я думаю, вы о ней... Я о ней уже рассказывала в Телеграме. Сейчас закрою. Ага, ни хрена я не закрою. Рассказывала я о ней уже в Телеграме. Ну, так просто показала, но скоро расскажу. В общем, мы купили вот такая вот насадка. Это насадка на шуруповерт. И, боже мой, забыла. Шлиф, типа шлиф-штука. Я хочу делать свечки для себя. Не для продажи, для себя только, для дома. Хочу делать свечки в бутылках из-под вина или из-под еще чего-то. В общем, мне очень хочется. Я уже все для этого купила. Уже помыла бутылки. И мне вот осталось, получается, обрезать эти бутылки. Вот это самое сложное, это самый стрёмный момент. Отшлифовать их. Я как раз для этого купила. У меня есть шлифмашинка, но она не подходит для бутылок. И что-то как-то я выгляжу, как будто я какая-то длинная, да? Как будто бы я какая-то стала длинная. Вот, в общем, скоро у меня будут подсвечники. Я надеюсь, что у меня все получится. Вот, так что на этой неделе я думаю, что мы обрежем эти бутылки. Я без Саши не смогу это сделать. Он мне поможет, потому что уже кашпо из ротангов себе я сплела. Но скоро буду еще плести. И получается, что я доделала это лимонное кашпо тоже. И вот сейчас я теперь хочу приступить к бутылкам. У меня все по очереди, на самом деле всего хочется. Я все себе выписала, все свои хотелки, все, что я хочу сделать. Но все делаю постепенно, потому что если я начну за все хвататься, тогда просто ничего не доделаю. Я и так и кашпо из ротанга очень долго плела. И лимоны я делала практически 2 недели, тоже очень долго. Ну, потому что делаю все только в сон, да и то не каждый день. В общем, скоро будет красота. Но вы обязательно подписывайтесь, естественно, на мой телеграм-канал, на все мои другие блоги. И следите за маленькими видосиками. Они выходят на всех площадках, где вы видите это видео. Там есть тоже маленькие видосики, где я как раз таки рассказываю, как я всю эту красоту творю.
Еще у нас не было толкучки дома. А мы сегодня хотим делать гукамоле. Блин, ну она какая-то такая прям, вообще самая простенькая, да? Сколько стоит? Там ценник 248 рублей. О, ну 248 рублей. Вот, ну нормально, у нас теперь есть толкучка. А то мы несколько раз хотели сделать пюрешку, но у нас так и не получилось, потому что нет толкучки. Время 7:30, и что мы делаем? Конечно же, мы снова вышли погулять немножко с собачкой, пока делается наш сырный пирог. Что-то я даже не сняла ничего, как его делаю. Вышли сейчас чуть-чуть прогуляться. Данилька бегает. Классно здесь у нас, конечно. Вон Санечка идет. Красиво закат. Данюша, иди сюда. Ты куда побежал далеко? Это наш домик. Даня, стоп. Поднимай. Ай, папа идет. Я хочу пролить чайником борщевик, но, скорее всего, это не поможет.